Света и Канат Айтбаевы сейчас самая узнаваемая, часто приглашаемая семейная пара на телевидении и радио. Сегодня мы расскажем вам несколько замечательных историй из жизни этой семейной пары. Только не забывайте подписаться и поставить свой лайк. Кстати, на моем втором канале, ссылку вы сможете увидеть прямо под видео, есть увлекательная информация про дома в Сан-Франциско, которую можно посмотреть на досуге. Вы сможете увидеть, как готовят дома на продажу. Это целое искусство. Вы увидите, как преобразился дом после капитального ремонта. А сейчас давайте продолжим наше видео о Свете и Канате Айтбаевых, маме и папе Димаша. Итак, начинаем. Құшағында тұра қылған, қымбатқандай қайран күн, мейірімнен шуақ тұнған, пейіліңнен айналды. Асыл анашым, өмірің боп жалғыздың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтың, төккен нұрың, мәңгі өшпейді санадан, көктен күнім, жарығымсың жанарым. Асылдардың асылдарын біздер үшін жиыпсың, тек шыңдар басындағы шынардан да биіксің. Ошалар мен заңғарларға таңым болып атпасам, аяуланам арман бар ма? Ақ сүтіңді ақтасам, асыл анашым, өмірің боп жалғастың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтың, төккен нұрың, мәңгі өшпейді санадан, көкте күнім, жарығымсың жананым. Асыл анашым, өмірің боп жалғастың, өзің ғанасың, ең аяулым ардақтың. В одной из программ «Ночная студия» за 2019 год Кайрат Адильгерей, ведущий программы, продемонстрировал всем открытку приглашения Светы и Каната Айтбаевых на их свадьбу. Свадьба была в 1993 году. Она длилась 3 дня с 20 по 23 августа. Ведущий спросил, помнят ли они один случай, когда родственники невесты при знакомстве с женихом спутали Каната с его другом. Ведущий спросил, возможно, друг был одет понаряднее. Канат ответил, мы оба, и я, и Света, люди творчества. Я решил одеть концертную одежду. Я же был женихом, и, конечно же, я прихватил дамбру. Рядом был друг Адлет, который одел черный костюм, белую рубашку и галстук. Света заметила, что в ее родных местах, там, где проживает ее семья и ее родственники, впрочем, как и везде, в соответствии со стандартами, родственники Светы подумали, что парень в костюме и есть жених. Никто не подумал, что жених придет в концертной одежде. Да к тому же жених еще и опаздывал, потому что дорога была длинной, и женщины с кумалаками – это обычно либо камешки, либо косточки от урюка, либо бобы гадали, когда же приедет жених.
Они повторяли периодически: «Жених скоро приедет». Света продолжила: «Вот так они и приехали к нам с громкими сигналами машин. Капот был украшен нарядной куклой с лентами и шарами». Канат добавил: «Да, мы приехали на «Жигулях». Света подчеркнула: «Вот те самые женщины, которые гадали на кумалаках, стали приветствовать человека в черном костюме, полагая, что этот человек и есть жених Светы. Все побежали к другу Каната. К жениху никто не подошел. Канат дальше продолжил: «Я стоял рядом. В один момент я сказал, как полагается человеку с искусства, с интонацией: «Дорогие тетушки, это я жених». Каково же было удивление всех, когда толпа тетушек побежала к жениху и стала обнимать и целовать Каната. Все подумали, говорит Света, что Канат просто какой-то парень пришел с домброй на свадьбу. А вот другая передача. Это был интервью в ночной студии с Нурланом Куянбаевым. Запись этой передачи была в 2018 году. Это был блиц-опрос. Вначале был задан такой вопрос: кто был инициатором знакомства? Отвечал Канат, папа Димаша. Был большой конкурс. И те, кто занимал первые и вторые места, шествовали над другими. И мы пригласили пединститут. Педколледж был в их составе, и Света выступала в составе колледжа. Мы подумали, решили, что второе место дадим этому колледжу. Потом прошло какое-то время. В воскресенье мы с друзьями сидели и отдыхали, включили телевизор. Выступали областные коллективы. Мы увидели тех девушек, которым дали второе место. Так вот, в телевизионной передаче среди всех Света взяла первое место. Я сказал своим друзьям в это время: «Я женюсь на этой девушке». Друзья ответили: «Ты же второе место ей присудил, а она здесь взяла первое место, она же звезда». Я нашел ее и решил пригласить на свидание. Я пригласил Свету на площадь перед Актюбинским акиматом около памятника Ленину. Следующий вопрос ведущего был таким: «Кто решил, что вы станете дуэтом?» Канат сказал: «Это был я». Кстати, когда я пригласил Свету на свидание, в то время у нас был ансамбль «Жибек-Жолы». У нас уже тогда была электронная музыка. Я играл на гитаре. Я ожидал слова друзьям, что женюсь на этой девушке, и мне нужен был предлог. Когда я пригласил на встречу ее, я предложил ей выступать в нашем ансамбле. Вот такие интересные, можно сказать, забавные истории произошли со Светой и Канатом при их знакомстве, и затем уже свадьбе этой прославленной на весь мир семейной пары папы и мамы Димаша. Қос ғашық дәстүрлі жолмен ақ некені қиған күн, қос жүректің лүпілі бірге соқсын мәңгілік. Жас отауға нұр сеуіп келе берсін таң күліп, бақыт тілеп жастарға құтты болсын айтайын.